Вот такая я Снегурочка. Иду в избушечку. Мороз сегодня минус 33 был с утра, когда я вышла. Ну и сейчас уже вечереет и опять начинает так же холодать. Не знаю, передает ли камера, как снег искрится на солнышке. Такая красотень. Мороз и солнце, день чудесный. Вернее, уже вечер. А там красота. А вот там как будто бы зверь какой-то перелазил. Люди здесь не ходят, их здесь нет совсем. Это какое-то животное проскочило, снег упал с дерева. Там вообще чудесно так. Солнце сквозь деревья просвечивает. Предзакатное время. Красотища. Не знаю, видно ли меня там. Мне, чтобы себя немножко даже снять, вот руки отмерзат. Надо, фронтальная камера замерзает, на ней прям лед и снег. Приходится ее отогревать, чистить. Ой, блин. Руки. В варежках-то не поснимаешь. Короче, в таких условиях вообще нереально снимать. Поэтому я зимой практически не снимаю. Но сейчас решила что-то чуть-чуть совсем снять. Не знаю, куда я выложу. Ну да, капец. Это капец. Еще идешь по сугробам офигенным. Превозмогаешь. Еще мороз. Очень тяжело. Почти нереально снимать. Я вот на Рождество сходила, я кое-как отсняла. И то там на улице совсем мало снимала. Не знаю, попытаюсь показать. Вот так я загребаюсь. И вылезти не могу иногда. Даже пытаешься вылезти, еще больше в снег проваливаешься. Но это местами. Фу, посижу, короче говоря, или полежу на снегу. 30-градусный мороз. Фу. Солнце очень красиво. Мне надо идти, замерзнуть можно. Опа. Мне кажется, вот это вообще картина маслом. Просто обалдеть. Вот этот гриб на ножке. И вот это солнце, прячущееся за пихтами. Один вид краше другого. Я прям пройти не могу. Я замерзаю, но мне очень хочется это снять. Такую красоту. Такие шапки огромные, снежные. И такое солнце. Ярко-ярко оранжевое. Ну и себя немножко снять на этом фоне солнечном. Там, наверное, конечно, размазано будет, не знаю. Очень плохо видно мне, потому что весь экран у меня замерз. Поэтому я не понимаю, что я снимаю, но надеюсь, будет красиво. Еще какие-то птицы поют. Мороз, солнце садится, а птицы поют. Там такая невообразимая красота. Мне кажется, камера не передаст. Там просто все такое розовое, такое красивое. Обалдеть. И птицы поют. Сегодня уже 3-й день, как я здесь нахожусь. И когда я снимала, когда сюда шла, уже столько времени прошло. Пока дошла до избы, замерзла, устала. И желание у меня пропало снимать. Такая вокруг красота. Зима, мороз. Кстати, меня спрашивали, что за следы, когда я в Рождество здесь была на крыше. Сейчас вот их меньше, была вся крыша истоптанная вокруг. Это соболь бегает. Соболь. И вот там еще за избой очень много следов кабарги. Вообще, когда сюда шла, я вообще не планировала ни снимать, ни фотать сначала. Ни штатив, ни селфи-палку не взяла. А потом, пока шла, у меня появилось желание поснимать. Я немного поснимала. А пока до избы дошла, снова желание пропало. Такие дела.
Многие люди мне советуют часто в комментариях, типа, сделай это, сделай то для контента, чтобы контент попер. Люди все никак не поймут, что я ничего не делаю для контента, что я снимаю заодно, когда у меня есть желание. Ну, летом, там, в теплое время у меня больше возможностей снимать и чаще желания есть, особенно если я не в избах, а в походах, которые пешие. Вот, там столько много красоты, видов всяких, интересного столько. И, естественно, у меня появляется желание снимать, желание делиться. Вот. А когда я в избах, я не всегда понимаю, почему людям интересно в избах смотреть. И мне скучно здесь снимать. И я очень много в избах хожу. И зимой много в походы хожу, но снимаю очень мало. Мало в избах, мало зимой снимаю. Но зимой, потому что еще очень сложно и тяжело снимать. Вот. И ничего не делаю специально для контента. Ничего. Я делаю все как вот у меня есть в походе все идет, или в избе, так я и делаю, и снимаю. Как что со съемкой, что без съемки, у меня все всегда одинаково. Да, и купаюсь, и снегом обтираюсь, и неважно, есть ли у меня, ведется ли у меня съемка. Так вот у меня на печке греется чайничек. Уже согрелся, можно сказать. Там уже догорают угли. Я жду, когда прогорит все, потому что сейчас буду скоро собираться назад. В итоге снимать мне неудобно, потому что штатива, ни палки нету, все на вытянутой руке. Вот. В итоге я чего-то сняла совсем-совсем немного и даже теперь не знаю, куда это выложить. Ну, скорее всего, вот Алинина каша, мой второй канал, да, на котором, возможно, вы сейчас смотрите этот небольшой влог. Вот он любительский, он как раз вот для таких внезапных и случайных каких-то видюшек, которые я сняла, или влогов. Хотя есть там и более полноценные фильмы, да, например, «Большой Тхач», «Тридцатка». Это, как мне кажется, интересные были походы и красивые очень. Вот, в итоге поснимала совсем чуть-чуть. И выложу, скорее всего, на Бусти и на Алининой каше. Ну и раз уж я тут взялась совсем немножко поболтать, да, я чуть-чуть поотвечаю на некоторые вопросы, которые вспомнила и записала. Вот меня часто просят делать стримы, но у меня не позволяет моя техника их делать. Я в этом вообще не разбираюсь. Это мне надо все равно, чтобы кто-то мне показал или подсказал, какую программу там скачать и как установить, как все подключить. Во-первых. А во-вторых, я интроверт, по сути. Я очень необщительная в жизни, и мне очень... ну, я не понимаю, о чем можно вот на стримах болтать. Я о себе рассказывать не люблю, вот, и, ну, как-то, пока я до этого, в общем, не могу дойти до этих стримов, все в планах они как-то есть, но как-то не могу их преобразовать, в общем, вот. Спрашивают часто, кто снимает. Это такой частый вопрос. Я уже отвечала на него несколько раз, что ставлю камеру на штатив и снимаю сама себя всегда, когда я одна в походах. Когда я не одна в походах, то это и видно в фильмах, потому что своего напарника или напарницу я всегда снимаю. Я никогда не скрываю, когда я одна, когда не одна. Но единственное, если вот кто-то, кто со мной не захочет сниматься, я так и говорю, со мной тот-то есть, но он не хочет появляться в кадре. У меня, по-моему, один раз такое было, и это есть на Лениной каше. Так, откуда свет и интернет в избах? В избах, ну, по крайней мере, в которые я хожу, нет вообще связи, нет интернета совершенно. Вот, и свет здесь от аккумуляторов. Вот мне интересно, как люди смотрят мои фильмы, когда я иногда объясняю, откуда там свет, или на какие-то вопросы отвечаю, и у меня потом под этим же фильмом задают вот эти же самые вопросы. То есть, ну, вы сами так смотрите, пролистываете, перематываете, а потом задаете вопросы, ответы на которые есть в моих фильмах. Вот. Ношу с собой пауэрбанки, фонари все работают от аккумуляторов, вот и все. И также и гирлянды у меня работают от пауэрбанков. Никакого чуда. Это техника 21 век, однако, люди. Так. Про питание меня часто просят рассказать. Про мое питание у меня довольно скудное. И рассказывать про это, наверное, долго. И все, я мечтаю снять отдельный
влог или ролик для оленьей каши про питание и отдельный ролик, потому что меня просят тоже про снаряжение, про мое, так как у меня тоже ничего особенного так-то в снаряжении и в одежде, все просто. Ну вот пока ни времени, ни желания, в общем-то, не возникает. Я все жду, когда у меня возникнет прям такое желание, чтобы я и время было, чтобы я вот села и поснимала, да, такое, пообъясняла. Потому что, ну, это долго объяснять. Так. Про белые шары. Вот я снимаю иногда в избах, да, и такие перед камерой белые такие прозрачные шары летают. И люди, многие считают, что это какое-то чудо или это какие-то привидения. Вот, а это обычная пыль. То есть я снимаю со вспышкой, да, в избе. И перед вспышкой, когда появляется пылинка перед камерой, она кажется большой и прозрачной. То есть ее свет освещает, да, насквозь. И когда она близко к камере пролетает, она кажется огромной становится. И получаются такие белые шары летают. На самом деле это всего лишь частички пыли. Часто мне задают какие-то личные вопросы, на которые я вообще не отвечаю. И вообще я поняла, чем меньше о себе рассказываешь, тем лучше. Как говорится, меньше знаете, крепче спите. Вы уже там все равно за меня все додумаете, придумаете. Я иногда столько нового и интересного о себе узнаю, что думаю, ё-моё, я даже и не знала, что у меня это есть или то есть, или что я так живу. Это просто удивительно. Я живу и не знаю сама про себя, люди больше знают. Так что вот. А вдруг медведь, а вдруг волк? Это очень тоже частые популярные вопросы. Ну, с медведями у меня встречи, я вот отвечаю в комментариях иногда, что у меня с медведями встречи были, ну, раз 10. Я их не считаю, ну, это я примерно так говорю. Вот, может, чуть меньше, может, чуть больше. С волком была встреча один раз, довольно близко. Вот, ну, все встречи довольно хорошо закончились. Я считаю, что дикие животные намного адекватнее некоторых людей. И я их не боюсь прям настолько, насколько люди вот боятся или думают. Вот. И часто у меня спрашивают, как я спасаюсь от насекомых, от комаров, от клещей. Этих всех я тоже не боюсь. Я, можно сказать, с ними дружу. Как я всем говорю, у меня такой договор с ними. Но на самом деле у меня, во-первых, нет аллергии на насекомых. Это очень важно, потому что у людей, у которых аллергия, сразу начинают места краснеть, чесаться, у некоторых опухать. И выглядит это все не очень. Кровь там бежит из укусов. У меня такого нет. То есть у меня укусило насекомое, и просто точка может быть. Там, ну, может совсем чуть-чуть почесаться, так же, как и от комаров. Вот. И я не страдаю сильно от этого. Вот. И я не боюсь насекомых, не боюсь клещей. И самое интересное, что они меня, в принципе, не так уж и часто кусают, как некоторых других людей. И еще я смуглая, а смуглых, видимо, меньше едят. Я так заметила, что меньше. Белокожих едят все-таки с большим удовольствием. Вот. И поэтому я могу ходить, в принципе, с открытыми руками, ногами, как мне говорят, что в тайге это невозможно. Я считаю, что если у тебя есть опыт и привычка, то, в принципе, все возможно. Ну и закончим моими волосами. Это вот просто я сейчас то, что так навскидку вспомнила, у меня вопросов много задают и много интересного пишут в комментариях, на чем мне хочется поотвечать, и я жалко, что я сразу это не записываю, не выписываю никуда. И, ну, и потом я вот не могу вспомнить, что мне там люди спрашивали, что мне писали. Закончим моими волосами, потому что мне постоянно пишут: убери волосы, они меня раздражают, они мне мешают, как они тебе не мешают. И что только не пишут, в общем, там космы, лохмы, ну, короче, в общем, много чего. И если вас раздражают мои волосы, ну, не смотрите вы мои фильмы, никто же вас не заставляет. Вот. Мне они не мешают. Я уже много раз объясняла, что волосы это мой проводник, и я не могу их заплетать или убирать где-то в диких местах. Когда они мне мешают действительно, или когда слишком жарко, или вот у меня переходы с тяжелым рюкзаком, или вот зимой под шапкой неудобно, тогда я заплетаю их в косички.
Вот. А если мне они не мешают, я где-то на месте нахожусь, в лагере, я всегда волосы стараюсь распустить. И мне это нравится. Мне это нравится, и мне они не мешают. Все, на этом закончим. Так, чуть-чуть поснимала чего-то, да? Чего-то рассказала. Можете, кстати, какие-то вопросы здесь писать вот под этим фильмом. И я, может быть, постараюсь их повыписывать все-таки и когда-нибудь еще что-нибудь такое подобное снять в каком-нибудь своем походе, который я не снимаю, в какой-нибудь избе. Вот так вот, болталку какую-нибудь. Ну все, до встречи на моих платформах. Подписывайтесь, кому интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Такая гробовая тишина. И вот следы кабарги. Всю дорогу иду, и все в следах кабарги. Ее здесь очень много. Я ее даже видела близко, но никогда не успеваю снять. Это почти нереально. Она очень быстро убегает. Кстати, я закрыла все фильмы, где раньше отвечала вопрос-ответ. Все их убрала. И все, где вспомнила, что-то рассказывала себе, все тоже закрыла. Потому что поняла, что лишний раз, вернее, убедилась, что чем меньше о себе рассказываешь, тем лучше для себя. Соболек. Ты малыш такой хорошенький. Лапуля. Какой милашка соболек. Ой, ты маленький, лапочка. Кого-то заметил. Красавчик. Ты красавчик. Да. Да не бойся, я тебя не буду трогать. Да. Хвост сразу поднял. Смотри, какой ты красивый, да? Федор Николаевич. 13-й. Или какой это там у нас? А? Кто такой красавчик? Кто такой красавчик? Сидит, тебя ничем не угощают, да? Тебе не дают орешков. Ух, они людишки только снимают и фотоют, скажи. Да? Только снимают и фотоют. Что это такое? Угощения не дают. Какой красивый. И за мной поворачивает. Ну давай, пройдись, покажи, какой ты красавчик. Ой, какой красавчик. Да.